Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, в этом видео я подробно объясню, что означают цифры и колонки в таблице, которую мы будем использовать для того, чтобы делиться самой актуальной информацией по количеству проведенных и назначенных собеседований в разных странах для победителей лотереи Green Card TV 2022. Этот выпуск создан в ознакомительных целях, и для того, чтобы при создании очередных видео не нужно было повторять одни и те же данные каждый раз, сократив продолжительность видео до нескольких минут, тем самым сэкономив еще и ваше время. Внимательно изучите эту информацию, и тогда при просмотре всех остальных видео из нашей постоянной рубрики по текущей статистике у вас не будет никаких вопросов, и все будет максимально понятно. Обновление статистики будет выходить как минимум раз в неделю, так что подписывайтесь на канал и подключайте уведомления, чтобы не пропустить. Итак, поехали! Сама таблица в наших видео будет выглядеть примерно так. В ней много колонок. Region AP, Issued, Ready, Refused, Transit и Total. А кроме того, почти в каждой из колонок по два числа. Начнем по порядку. Region, думаю, понятно. Африка, Азия, Европа, Северная Америка, Океания и Южная Америка. То, к какому региону относится конкретно ваш кейс, можно понять по номеру вашего кейса. Если он, например, выглядит так, значит ваш регион Европа, а если так, то Азия. Ну и, соответственно, все остальные примеры приводить, думаю, нет смысла. По два числа в одной колонке находится по той причине, что количество кейсов не равняется количеству выданных виз. Ведь кто-то может получать визу один, а кто-то с супругом или детьми. И в среднем по миру на один кейс приходится по 1,5-2 визы. Так что верхнее число – количество кейсов, которое равно количеству собеседований, а снизу выделенное жирным шрифтом количество виз, которое равно количеству человек, претендующих на визы. Далее колонка AP или Administrative Processing, по-нашему административная проверка. Некоторые победители после прохождения интервью, в основном в связи со своей сферой деятельности, могут попасть на административную проверку и в таком случае выдадут или откажут визе не сразу. Более подробно о причинах административной проверки мы расскажем в другом видео, но сразу скажу, волноваться особо не о чем, ведь если с вашими документами все в порядке, а профессия не попадает в список Technology Alert List, ссылку на который я оставлю в описании, то скорее всего вы обойдетесь без дополнительных проверок. Но если все-таки попадете на AP, время ожидания может растянуться от нескольких недель до нескольких месяцев. Как видим по данным из таблицы, количество кейсов, попавших на административную проверку, невелико. И после ее прохождения кейс переместится в Issued или Refused, и статистика станет более точной. В колонке Ready мы видим с вами данные по количеству уже назначенных, но еще не проведенных собеседований. То есть цифра 2658 в колонке Ready Total означает, что на данный момент во всем мире 2658 кейсов получили и ждут свое приглашение на интервью, которое состоится в ближайшее время. А цифра 5299, соответственно, означает, что по этим 2658 кейсам визы хотят получить 5299 человек. После прохождения интервью и получения визы или отказа, данные из этой колонки переместятся в колонку со статистикой выдачи, отказов или административной проверки. Ну и естественно, колонки Issued и Refused самые важные колонки. Issued – это выданные визы, и данные из этой колонки показывают, сколько кейсов у человек получили одобрение выдачи визы, а вот колонка Refused показывает, сколько кейсов у человек получили отказы выдачи виз. Причин, по которым выдачи визы могут отказать, немного, и чаще всего они связаны с ошибками в заполнении анкет, неполным пакетом документов или предоставлением заведомо ложных данных. Более подробно про причины отказов я расскажу в другом видео, а сейчас давайте не будем отклоняться от темы. Колонка Transit самая загадочная. В ней, в отличие от всех остальных, всего одно число. Это количество кейсов, которые на данный момент находятся на этапе транзита из консульского центра Кентукки в посольстве США в той стране, где будет назначено собеседование, или уже находятся в посольстве, но все еще не получили свое приглашение. Как только собеседование по данным кейсам будет назначено, станет доступна информация о том, сколько человек в кейсе претендует на визу, и данные из этой колонки переместятся в колонку Ready. Обычно, если дела идут нормально и при проверке статуса своего кейса вы обнаружили надпись In Transit, до назначения интервью осталось совсем немного времени. О том, как проверить статус своего кейса и не пропустить назначение интервью, я рассказывала в другом видео. Настоятельно рекомендую ознакомиться и проверять свой кейс почаще. Вот, собственно, и вся важная информация по таблице, в которой мы с вами будем смотреть актуальную статистику. Ссылку на все источники вы найдете в нашем телеграм-канале, а ссылка на видео «Самая актуальная статистика» появится сейчас вот здесь и в описании. Не забудьте подписаться на канал, подключить уведомления, поставить лайк и написать пару комментариев в поддержку нашего проекта. На сегодня все, друзья, увидимся уже совсем скоро.